мы нашли плагиат. Вы не представляете. Косят под Беларусь. Посмотрите, как похоже. Просто я сначала подумала, что это белорусский квас. Саша тут просто как в джунглях в этих рядах. Я люблю людей, но только если они далеко от меня. Стыдно жить в Польше и ни слова не говорить на польском. Но мы разговариваем на польском. Не переживайте. И мы как бы не заявляли, что мы будем канал вести на польском. Сегодня торговое воскресенье. Многие жалуются, конечно. Но я за то, чтобы все люди отдыхали, поэтому почему бы и не сделать выходной для всех в воскресенье? Ну да, сходить в магазин в пятницу или в субботу, ничего сложного. Как делать домашний майонез, можно сделать и цезарь с небольшими добавлениями. Каждый раз разный, но вот сегодня очень вкусный получился. Хочу вам показать, как я делаю вяленое мяско. Моя мама так делала и делает, и я тоже так делаю. Мы тут пришли в Ашан, в алкогольном ряду, но мы нашли плагиат. Вы не представляете. Косят под Беларусь. Сейчас покажу. Кто из Беларуси, тот знает, о чем я говорю. Что за плагиат? Посмотрите, как похоже. Просто я сначала подумала, что это белорусский квас, а потом мы посмотрели производитель Варшава. Косят под наш квас. Ребят. С этим квасом вообще довольно интересная история. Как нам удалось выяснить, эта фирма до недавнего времени производила, выпускала на польский рынок лидский квас под своим же названием, под своим дизайном. И непонятно, было ли это в каком-то сотрудничестве с лидским заводом, но, скорее всего, так, потому что нельзя выпускать такой откровенный плагиат, да еще и со своим названием. И вот с недавнего времени название кваса и бренда поменялось, но производитель тот же, или дистрибьютор, поэтому, скорее всего, на вкус это обычный лидский квас. Может, кто-то пробовал, мы не рискнули брать. Не, ну квас действительно классный, поэтому что бы не косить. Нет, ну реально же вообще одно лицо как бы белорусскому квасу. Кстати, сегодня воскресенье. Сейчас покажу, что Саша тут набирает. Мы, как вы понимаете, в пиве находимся. Сегодня воскресенье, я работала. Правда, только 1 час, ну, так мало было, не было людей, вообще ни одного человека к нам не пришло. Есть такой дентобус. И в этом дентобусе, ну, он так организован, как вот... скорая помощь вот приезжает, и там вот, ну вот вы, если вы там были или даже не были, ну вы представляете, да, как там организовано внутри машины, которая скорая помощь. И вот дентобус то же самое, только там стоит такой фотель для стоматолога, ну и всякое такое. Опа, диван. Саша тут просто как в джунглях в этих рядах говорит: о, столько нового интересного пива. Он уже то, что было интересное, уже не знаю сколько с лета. Давно уже, короче, не помню. Он же, это, наверное, выпил. Ты выпил уже то, что покупал в Лидле? Да. Да, уже выпил. Поэтому тут ходит. А мне так скучно, поэтому решила с вами поговорить. Кто сидел в ТикТоке, тот знает вот этот баян. Это было вообще настолько популярное. Кокосовые. Только кокосовые, да. Я тоже хотела попробовать, хотя я вообще не пью алкоголь, но мне просто было интересно из того, что это было очень разрекламировано. И, короче, я никогда не находила именно кокосовые. Зато вот сейчас нашла какой-то с печенькой, ну, с печенькой, короче, какой-то тяхо. Немного без саморекламы. Я вообще, ребята, не пью. Вообще просто никогда. Не пью алкоголь, но иногда мне просто интересно что-то такое попробовать. И в итоге я пробую, мне не нравится, я говорю: Саша, да ты. И потом Саша тоже такая: не очень хочу. Вот он тут стоит, выбирает. Что? Классно я поставила камеру поставила там, где пиво, и разговариваю с вами. Еще хотела рассказать, у нас была импреза, ну, просто наше начальство так нас поздравляло с праздниками. И я там была всего 2,5 часа, не потому что мне не понравилось или еще что-то. Просто это вообще не сложно быть в таких больших компаниях, где много людей, где они отдыхают, там пьют, веселятся. Вот, я вообще не пью, и просто шутки людям, которые пьют, это немного другие шутки. И немного другие вопросы, немного другие, знаете, интересы. Поэтому мне не очень интересно. Но они хорошие, все классные люди, все вообще, я их обожаю, но не на таких мероприятиях. Господи, это уже была не самореклама, это уже было какой-то плохой факт обо мне. Я люблю людей, но только если они далеко от меня.
Я не буду продолжать больше разговаривать, потому что чем дальше, тем хуже. Саша просто... Мы и метра не могли пройти. Сколько мы прошли? 2 метра? Ой, 1,5 метра, а Саша уже... Вот набрал себе 4 бутылки пива и стоит, значит, у него какое-то приложение. Покажи. И вот тут уже 20 минут. Какое-то вот это вот такое приложение, где он проверяет оценки. Как называется приложение? Untappd. Как? Untappd. Оставишь потом ссылку или наверное, название? если Название. кому-то, да. Не, ну я думаю, много ж парней пьет пиво. Просто смысл покупать, если там рейтинг 2 балла. Да, поэтому мы тут уже 30 минут. Без преувеличения. Ребят, когда я говорю, Очень большой выбор. когда я говорю без преувеличения, значит, я преувеличила в раза 2. Или 10. Это наша фишка с Сашей просто. Когда я говорю без преувеличения, 100% я преувеличила. Так вот, я не показала. Значит, Саша в этом приложении проверил. И какие там оценки? Хорошие это сколько? 3, 4? 3,5. Если есть 3,5, значит, это пиво хорошее. Я вообще не знаю, какой-то Милослав, темный. Темный. Я не знаю, короче. Если пили... А нас YouTube не заблокирует, что я пиво показываю? И вот такой Доброноц. Еще сейчас читаю комментарии под последним видео и увидела, что кто-то там написал, что стыдно жить в Польше и ни слова не говорить на польском. Ребята, мы говорим на польском. Да, конечно, может, не как поляки и всякое такое. Конечно, мы говорим плохо на польском, но мы разговариваем на польском. В любом случае, мы работаем с поляками, и у Саши тоже поляки на работе. Хотя они, конечно, общаются на английском, но все же. Ну, не рабочие моменты. И, блин, ребят, мы живем в Польше, мы не можем все вопросы решать на русском. Ну, это логично, нет, Саш? Поэтому... Не, Поэтому... Ну, канал мы ведем на русском, потому что его смотрят, в том числе наши родственники. Да, и русскоязычие. И начнем мы говорить на польском. И мы как бы не заявляли, что мы будем канал вести на польском. Ну, для Такого этого не есть было. другие. Да. Такого не было. Мы ведем на русском, это наш родной язык. Слушайте, если бы мы вели канал на польском, нас бы не смотрел никто, мне кажется, Саш. Ну, потому что это очень плохая идея. Может, когда-нибудь мы какой-нибудь ролик и снимем на польском. Но мы разговариваем на польском. Не переживайте. Как-нибудь справимся. Конечно, странно жить в Польше и не знать польский язык. Но я понимаю тех людей, которые, знаете, понимают, что они уедут. Ну, то есть они приехали сюда пожить ненадолго и знают, что они уедут. И я понимаю, что нет смысла учить польский язык, потому что проще выучить один английский и не пропадешь с ним, да? Сашка? Поэтому я тоже хочу учить английский. И когда я буду учить английский, мы тоже не будем вести канал на английском. Не могу. Так, в нашем арсенале еще добавилось такое пиво Irish Beer. Мой английский Irish Beer. Я не могу. Irish Beer. Блин, ребята, мы прошли только вот столько. Это приложение когда-нибудь дает сбой. А нам еще вон впереди сколько. Я уже устала. Саша тоже устал? Нет? Ну, У Саши просто тут рай. Я бы хотел, конечно, ограничиться вот максимум. Нам это еще нести, Саш. Да. Давай ограничимся 5. Ну все, я максимально такое новое. Ну все, в следующий раз еще 5. Ну еще тащить. Не, я могу заменить, если что. Вряд ли тут уже менее интересно. Ну вот так. Мне интересно. Сколько они стоят? В районе 4-5 до 6. Ну, недорого. Это крафт. А вот эти вот такие вот бочки не хочешь? Огромные. Ну, я пробовал как-то из бочки. Ну, это вкусно. Оно типа как разливное. Оно прикольно, нет? Да. Типа там такой краник и такой сидишь барменом. На компанию. Ну, я никогда не составлю эти компании. Я тот человек, который вообще не составляет компанию только с едой, только с шоколадками, конфетками. Ладно, все, хватит разлаков, пошли. Здесь дошли до стенда с пивом из Украины, вот особенно львовской пивоварни, правда. Мы были во Львове и 2 раза, кстати. И пробовали пиво, и были в самом заведении. Ну, я пробовал пиво, да. И, оно действительно хорошее. В принципе, я помню, привозил тоже целую батарею домой в Минск. Мы прям, максимальное возможное количество везли, объем. Итак, что у нас дальше на связи?
А на связи у нас сыр. Мой любимый. Я и Саша, мы обожаем с плесенью. Это точно такой же, как у нас был, нет? В тот раз рембертер какой-то. Ты не помню. Он был... Да. Невкусный? Ну такой, ну тебе... Но он мне твердый показался. Он вкусный был. А этот мягкий? Да. Или мягче Он возьмем. называется... Блин, он тверже, Он да. называется А я хотела тот, точно который так же, помягче. как медведь. Короче, пойдем поменяем. Мы идем поменяем. Ребят, я люблю с плесенью, но не вот Ну, этот. только в прошлый раз ели. Этот, он вкусный, но он такой тверденький, видите? А я люблю, чтобы он был прям помягче. Ну, как камамбер. Ой, как камамбер. Фу ты, блин. Как блю этот, сыр блю. Ну, горгонзола. Горгонзола, да. Горгонзола тоже разные бывают. Короче, этих сырах запутаешь. Я на ощупь просто определяю. Хотя надо запомнить все названия, просто тупо. Еще вот такой сырок. Мы любим с чаем сыр, это очень вкусно. Мы не только сладости любим. И плюс Саша взял себе, ну и вообще нам, такую шинку. Она оказалась Она оказалась вкусная. Вроде это такая же кракус, консервова. Очень нам понравилось. Ну, на завтраке. Да, на завтраке. И еще мы взяли попробовать вот такой хамон, 250 грамм, 19 злотых от Ашана. Ну, попробуй. Вообще, сегодня торговое воскресенье. Ну, это хорошо, когда тебе нужно закупиться. И в целом, сколько мы привыкали к такому. Нисколько. Ну, это нормально. Просто приняли как планирование заранее. Сходить в магазин в пятницу или в субботу, ничего сложного. Не знаю, мне это было комфортно. Многие жалуются, конечно. Но я за то, чтобы все люди отдыхали, поэтому почему бы и не сделать выходной для всех в воскресенье? Ну да, что в магазинах работает куча людей. Очень, да. А так, ну, у них тоже есть возможность отдохнуть. Даже, ну, мы так, это не с религиозной точки зрения какой-то, ну, как это все начиналось, да, а с точки зрения просто отдохнуть, провести время с семьей, классно. Ну да. И точно знать, что вот в воскресенье у меня точно выходной. Ну, тем более, кроме, сколько там, около 10 воскресений, наверное, в году торговых. Ну, их, ну, перед праздниками. Ну, да. Вот сейчас 2 подряд будут. Ну, и этого достаточно. Да. И то люди уже, вот мы были в Ашане, с нами недалеко стояли продавщицы, и они уже жаловались. Когда там уже смена наша придет. Ну, людей не так уж прям много, в субботу всегда больше всегда. Ну вот. Ну, поэтому в воскресенье просто нету привычки ходить в магазин, поэтому, может, мало людей. Ну да, ну, нормально, уже все привыкли просто заранее сходить. И, ну, когда-нибудь бывает, что в воскресенье что-то хочется докупить. Мы столько шоколада приходится идти в жабку. Мы столько шоколада купили. Я даже бантик купила, что-то соскучила. Ладно, все, пошли. Да. Мы несколько раз уже упоминали в своих видео наш соус самодельный «Цезарь». Мы делаем в ведломиксе. И вот очередной раз он закончился, у нас он очень быстро уходит. Поэтому мы решили показать, как он делается. Ну, я думаю, его можно сделать в любом блендере, миксере. Там, ну, миксер и блендер по сути, точно. Как делать домашний майонез, можно сделать и «Цезарь» с небольшими добавлениями. Да. По сути, тоже яйцо с маслом, только еще плюс свои фишечки. И это очень вкусно. Мы просто подсели и постоянно каждый вечер едим. Да. Зеленым салатом. Да, добавляем. По ингредиентам. Давай, Сашка, рассказывай. Ну, тимьян, розмарин добавляется. Потом яйцо. Обязательный ингредиент это яйцо майонезное. И масло. Ты смешиваешь оливковое по рецепту и такое? 1 ложка оливкового и 200 миллилитров обычного растительного масла. Соль, перец. Есть еще горчица. Да, горчица добавляется, желательно такая дижонская. Есть у нас анчоусы, каперсы, плюс еще лимонная кислота. Ну, он же лимонный сок. Ну, все что угодно, кисленькое. Еще сахар и пармезан. Сахар, ну, пармезан натерли. Чеснок мы не добавляем. И, ой, мы его ненавидим. И сахар. А, еще хотела... Будь здоров, чуть-чуть. Хотела рассказать про лохотрон. Ну, не совсем лохотрон, но, как бы, понимаете, они продают ощущение такое, что тут полная банка. То есть по стеночке таким слоем приклеены рыбешки. А на самом деле, когда открываешь, понимаешь, что внутри пусто, и видно, что рыбки приклеены просто. Да, это по стеночке. Первый раз. Но как бы тут все написано. Ну просто мы не читали. 80 грамм, 43 грамма самой рыбы.
Ну, как бы тут написано. Ну, ты же Она не смотришь, что увесистая, и кажется, что написано, она но... битком набита, А смотришь открываешь, а там баночку. внутри тупо масло и Ну по да. стеночке рыба. Если бы они вот так вот продавали, то есть тут вот масло, Да. а тут вот рыбки так в конце внизу лежали. Ну, они вкусные, конечно, они Да. добавляют Они вкус вообще соуса. балдеж. Так, и вот... А, рецепт там нет. Ну все, я Пока думала, нет, рецепт. ну, там почти все сразу добавляется, только чуть позже, ну, все взбить, Мгм. кроме яйца и масла, и горчицы. Ну давай, добавляй, я покажу. Основные ингредиенты, они почти все идут в начале. Итак, Сашка уже добавила каперсы. Ну, большая часть ингредиентов на Мгм. месте. Тут сыр, соль, каперсы, масло, оливковое только и Сардинки. сардинки Сахар и кислота. и розмарин с тимьяном. А, точно. Сейчас надо так очень мощно врубить микс. Угу. Надо Два на раза. эту кнопочку Да. нажать. Не эту. Давай. Вот такая сейчас получается смиксованная масса. Сюда сейчас добавляется яйцо и ложка дижонской горчицы еще. Готово. И дальше с такими настройками следующий шаг. Всего 10 секунд на небольшой скорости. Лишь бы так перемешать и уже дальше доливать само масло и медленно-медленно это все будет замешиваться, взбиваться. Ну и последний шаг. Это вливание тонкой струйкой. 200 мл масла Угу. на небольшом помешивании. Да. 4 минуты вливать. Немножко надо распределить. На Весь 4 минуты, да? Да. Погнали. Ну, главное тонкой струйкой. Мгм. Ну, в принципе, я думаю, можно в любом. Тиснуть? Да. Старт. О, массакр. За 4 минуты так и рука заболит. А, не по плану. Ну, больше лей. У нас форс-мажор. И наш соус Цезарь, он же майонез на максималках, готов. Такая консистенция классная получается. И вкус каждый раз разный, но вот Угу. сегодня очень вкусный получился, Прям возможно, рыба на самый рыбу вкусный. вот так. Сейчас мы его переложим, заправим в салатик. Мы уже приготовили Вкусненький. салатик. Вот. У нас тут целая миска. Но мы им ужинаем. Ну, плюс, когда добавишь соус, он уменьшится. И еще добавим 3 помидорки. Ой. Да, наш соус и бальзамический крем. А, еще точно бальзамический. Кстати, мы покупаем вот такой вот дешевый. Уже не первый раз. И очень вкусно. Это в Лидле. Да. Он вообще там до Ну, 10 просто крем и злотых что-то крем. стоит, да. Густой, бальзамический, вкусный. Ну, хочу вам показать, как я делаю вяленое мяско. Очень-очень просто. Просто простейший рецепт. Мы с Сашей купили вот такую полиндвицу. Очень классная. У нас 2 вот таких штучки небольших. Ну, тут где-то около 1,5 килограмма будет. Может, чуть меньше. И нам понадобится только соль и перец. Я буду засаливать вот в такой форме. У меня нет никаких пропорций, просто на глаз. Самое главное, это много-много соли. Просто очень сильно засолить. Прям, чтобы соли было вот, ну, достаточно, чтобы мясо не испортилось. Чтобы оно очень хорошо просолилось. И сверху я просто обмажу перцем. Покажу вам, как это у меня выглядит. И вот примерно видно на этом кусочке, что я очень хорошо засолила. Прям, ну, много соли. И я обязательно после соли, тут у меня есть соль с перцем, но я еще сверху добавляю вот много прям жирного вот так вот перца. И буду размазывать тоже по всему куску. И то же самое я поступаю со вторым куском. Вот столько у меня будет перца. Прям очень хорошо покрываю и солью, и перцем. Для меня вот такое мясо, лучшее сочетание — это соль, перец. Я больше ничего не добавляю, никаких приправ. То есть там, знаете, засушенный укроп, там красный перец или еще что-то. Я добавляю просто такой обычный черный молотый перец, соль и все. И поверьте, это настолько вкусно, ничего лишнего. Но чеснок я не добавляю, потому что мы его тупо не любим вообще. Но можно добавить чеснок, если кто любит чеснок. Я думаю, он не помешает, а будет очень даже классно. Но так как мы не любим чеснок, я его добавлять не буду. И то же самое я делаю со вторым куском. Я ставлю в холодильник где-то на дня 3. И каждый день я буду переворачивать мясо, потому что внизу будет вода. Та часть сухая, которая сверху будет, я буду ее переворачивать вниз. Ну, короче, что объяснять? Просто перевернуть мясо сверху вниз. И все. И ждем 3 дня. Я жду где-то дня 3.
Возможно, буду 4. Посмотрим. Ну, а сушу я на глаз. Тоже я могу сушить где-то 1,5 недели, потому что Саша очень любит, когда сухое. Мясо, в принципе, я люблю, когда оно более такое влажное, и люблю, когда оно сухое, поэтому сделаем и так, наверное, и так. 2 вида, так как у нас 2 кусочка. Ну, я думаю, что, в принципе, вы поняли, что рецепт несложный. Если вам интересно, повторяйте. Это вообще не сложно для меня. Моя мама так делала и делает. И я тоже так делаю. И всегда это очень вкусно. Мы с Сашей прям это обожаем.